Плести начинаем плетением, которое называется прямая веревочка. Берем левую трубочку, накладываем на первую стоечку и заводим за вторую, слегка заминая. Сразу же плотно прижимаем к нашему донышку. Точно так же поступаем с второй трубочкой. На первую стоечку и под вторую. И так, чередуя их, продолжаем дальше. Вот так это выглядит сверху. Вот так вот обязательно после плетения, пока трубочки еще влажные и пластичные, прижимаем. Когда доходим до конца, вот, и здесь мы смотрим, что у нас соединение трубочек, они между собой переплетаются между стоечками. Поэтому нам нужно сейчас обрезать трубочку и соединить ее, чтобы она попала вот в это место. Проплетаем один круг, и когда доходим до конца, то сейчас наше плетение будет меняться на плетение, которое называется обратная веревочка. Но плести я буду двумя трубочками, не вот этими, а другими, которые я буду подклеивать перед нашими вот трубочками, к которым мы уже подклеивали. Вот я две оставила. И такое плетение будет называться плетение вдогонку. Так получается более красиво, когда плетешь прямую веревочку, и вот сверху сейчас я покажу, как будет ложиться обратная. Это актуально, когда плетешь несколько рядов, прямая и обратная сочетаешь. Вот это две, которые мы ранее плели, это две вновь подклеенные. Обратная веревочка от прямой отличается только тем, что мы левую трубочку, когда заводим, мы накладываем под нее. Так получается. Здесь вот переход сразу зажимаем, чтобы не было просвета, и прижимаем наши веревочки друг с другом. Такое плетение напоминает косичку. Все, и так продолжаем дальше до конца ряда. Ну вот, доходим до конца. Последний виток у нас перед тем, где мы остановились, когда плели прямой веревочкой. Оставляем ее и дальше будем продолжать опять прямой веревочкой. Ну вот, доходим до конца прямой веревочкой и переходим на обратную.
Начинаем плетение с 3 трубочек. Такое плетение называется прямая веревочка в 3 трубочки. Начинаем плести с левой трубочки. Будем заводить ее на 2 приклеенные трубочки и также на 2 стоечки. За третью. Смотрим за ту, которая свободная. И выводим вперед. Теперь берем опять левую, накладываем поверх 2 стоечек, раз, 2, и за свободную стоечку. И так продолжаем дальше. Когда пришло время наращивать трубочки, вот мы смотрим, что у нас соединение должно попасть вот за вот этими трубочками, чтобы его было не видно. Доходим до конца ряда. Вот я сделала последний виток. Вот трубочка, подклеенная к самой первой стоечке, я ее обозначила резиночкой. И теперь у нас вообще, как вот до этого мы плели, у нас должна была левая трубочка заходить за нее, но мы будем делать другим способом. То есть берем правую трубочку и заводим сначала ее, то есть также отсчитываем раз, два и за третью, то собственно куда она и должна была идти. Сразу ее вот так прижимаем. Потом идет средняя. И та, которая должна была первой идти, она идет уже последняя. Теперь вот эти трубочки по рисунку поправляем. А эти трубочки выводим вперед, потому что сейчас мы будем плести обратную веревочку из 3 трубочек. Суть ее заключается в том, что мы левую трубочку заводим не поверх 2, а под ними. И точно так же заводим за 3-ю свободную стоечку. И так продолжаем дальше. Прижимаем плетение сразу же. Вот что у нас получается. Сочетание прямой и обратной веревочек дает рисунок косичку. Смотрится здесь снизу очень хорошо. Теперь проходим, еще прижимаем 2 плетения друг к другу. Доплетаем до конца ряда. Перед отмеченной был последний виток. И теперь закрываем таким образом ряд. Левую трубочку также под 2 и заводим назад. Так же, как она у нас и должна идти, только вперед ее не выводим, сзади оставляем. Вот. Теперь следующую заправляем под первый виток, вот сюда, и также ее отправляем внутрь. Ну и остается последняя. Ее мы заправляем под 2.
и заправляем внутрь. Трубочки подтягиваем, чтобы они легли по рисунку. Все. И сзади трубочки по рисунку подклеиваем. Начинаем плести с левой трубочки по такому же принципу, как веревочка из двух трубочек. То есть самую левую заводим на 3. Раз, два, три. За четвертую, за свободную. Теперь опять берем левую, опять отсчитываем. Раз, два, три. И за четвертую. Все время за свободную. И так продолжаем дальше. Плетение веревочкой из 4 трубочек дает объемный вариант и получается очень красиво. Трубочки наши одновременно все закончились, и мы будем сразу наращивать все 4. Вот я заметила, где у меня они будут огибать стоечки. И продолжаем плести дальше. Доходим до конца. Вот та трубочка, с которой мы начинали, она у нас загнута. Останавливаемся перед ней. И дальше завершать будем так. То есть мы берем не ту, которая у нас левая, как обычно мы заводили, а берем правую. Раз, два, три. И за четвертую. Аккуратненько укладываем. Просто пока заправляем внутрь. Теперь следующее. Таким же способом. И та, которая должна быть первая, она у нас последняя. Вот заправили внутрь. Для того, чтобы здесь выровнять плетение, просто поправляем. Внутри нашей трубочки мы будем выводить наружу и под веревочкой подклеивать. Вот теперь и с обратной стороны смотрится хорошо и практически незаметно. С лицевой стороны вот эти хвостики мы сейчас промажем клеем ПВА. И когда клей просохнет, мы потом только обрежем.